Wir sind heute hier am Ukraine-Ankunftszentrum Tegel, um Unterstützung für unseren Genossen Bogdan Syratjuk zu sammeln, der von der ukrainischen Regierung verhaftet wurde, weil er den Krieg ablehnt und für die Einheit der russischen und ukrainischen Arbeiterklasse eintritt. Die Menschen hier im Flüchtlingslager sind unter schlimmsten Bedingungen untergebracht. Es gibt permanent Krankheitsausbrüche aufgrund der unhygienischen Bedingungen und nur mangelnde medizinische Versorgung. Die Unterbringung der Menschen unter diesen Bedingungen verdeutlicht, dass es der deutschen Regierung und den NATO-Mächten in der Ukraine nicht um Demokratie und Menschenrechte geht. Мы уехали из той причины с Украины, потому что, во-первых, там уже поменяли правила, что могут дети забрать либо с 16 лет и даже 17 туда, типа на войну. Так же самое, как и родители туда бы пошли, а дети бы остались бы дома без родителей, без брата, без сестры даже. А вы когда сюда приехали и по каким причинам? Потому что мне ребенка нужно было спасать, и мы приграничный город, и плюс живем очень близко на окраине Харькова, близко к границе. И к нам прилетает прям возле нас очень близко. И в начале войны был самолет, но мы успели уехать. Он на садик бомбу скинул. У нас вылетели окна, межкомнатные двери. Хорошо, что мама с мужем находились на другой стороне, а так их могло просто разорвать. Поэтому мы успели уехать на тот момент. И когда это было? Это было в начале войны. У нас именно наше жилье пострадало в марте месяце. А так наш район бомбят каждый день, и Харьков бомбят почти каждый день. И мы живем рядом возле завода танкоремонтного, поэтому там сложнее. Приехала сюда, во-первых, мама раньше меня приехала, а во-вторых, в такой ситуации там находиться с маленьким ребенком, портить ей психику не хочется. Все-таки, чтобы она со здоровой психикой росла. И плюс не помешает ей учиться и видеть другие взгляды, то есть чтобы у нее был более расширенный круг был, то есть новый язык, новые люди, то есть для образования, для социализации, то есть было бы неплохо. А какова у них сейчас ситуация в Украине? Нехорошо. Да. Нехорошо, да. То есть без света постоянно, то есть сложно людям работать в такой обстановке, в такой ситуации. Каждый день сирены, каждый день боевые действия происходят со стороны Днепра, Запорожья, Харьков. То есть это вся вот эта горячая зона, ежедневно там что-то происходит. Не у всех есть возможность выехать. То есть с соседних городов люди приезжают, стараются себя обеспечить как-то. То есть приезжих беженцев, так сказать, тоже много. А ты можешь описать положение, в которое попала твоя семья, приехав в Германию? Вы живете именно здесь? Или... Мы в Тегеле не живем, мы раньше тут жили, там 8 месяцев уже побываем, мы просто ждем эту клейку, чтобы получить уже квартиру, и чтобы уже съехать с Тегеля, но так как мы еще не получили ничего, мы живем в отеле. Не дают жилье, это еще, говорят, в очереди, спрашиваешь, в какой очереди, по счету, каким, это выбирают компьютер, а можно посмотреть в компьютере? Нет, нельзя посмотреть, это система, и она выбирается. Мы жили в лагере, сейчас в Хайме. Хайм. А какая обстановка у вас сейчас, можно спросить? Как там жить? Супер. Супер, да? Тяжело было. Тяжело было, да? Плюс у нас сгорела палатка, и у нас сгорели все вещи. Были при пожаре, да? Да, у меня ребенок выбежал без ничего, в брюки, спортивные, футболка и шлюпки. Все, больше у нас ничего не осталось. И, слава богу, паспорта, документы, все сгорело. Вот. Что вы делали? Сама документы делала, на вещи джоб-центр помог дать, первое время, пока мы, жильем в Тегеле очень тяжело, и никто не слушает, и я не знаю, почему люди живут от года
И до года можно даже не спрашивать. А такие, допустим, как мы с детьми, которые наши дети ходят, тоже учат немецкий. Мы ходим учить немецкий для того, чтобы в дальнейшем работать. Мы ищем квартиру для того, чтобы выехать. Мы собираем все документы для того, чтобы... Но мы сидим, ждем. То есть в этом плане большой минус. То есть там какая очередь, непонятно. То есть полная антисанитария, постоянно все болеют. То есть дети постоянно болеют, то есть и лекарства. То есть вот такое. Питание можно было сделать для детей, например, отдельно. Для пожилых людей, которые даже жевать не могут, могли бы сделать отдельно. Ну, то есть как-то разделить немножко. То есть у меня ребенок там не ест. С меня снимаются каждый месяц, да, там определенная какая-то сумма денег за питание. У меня ребенок там не питается. То есть мне приходится покупать дополнительные какие-то расходы, да, мне покупать, то есть практически у меня допустим, ребенок аллергетик. Я уже к доктору ходила и брала справки, показывала, что дайте хоть что-то, какой-то хоть контейнер, чтобы находиться отдельно, чтобы я могла сама убирать, там, сама готовить для ребенка. Очередь. Вот так вот. Люди, если по 2 года здесь живут. И что вы думаете о том, что сейчас в Украине отменили и выборы президентские, и посажают таких людей, как нашего товарища, которые выступают против войны совершенно мирным образом? То есть точно вам что-то сказать однозначно. Люди, которые имеют свое мнение, их всегда как-то, да, в какие-то рамки, как-то их осуждают, как-то что-то происходит, да, с такими людьми, к сожалению. Но сейчас мы находимся в такой жизненной ситуации, что наше мнение никто не учитывает. Вот абсолютно. То есть говорят о свободе слова, но люди где-то что-то говорят, но это не работает. Там просто есть план действий, по которому все идет. Мы это просто как жертвы происходящего, и все. Вы можете говорить о том, каково сейчас положение мужчин в Украине? Ужасно. Их просто на улицах забирают насильно причем. То есть вы боитесь? Потому что есть люди сознательно хотят, а есть еще, может, не готовы, и плюс информации уже очень много, как на фронте, потому что оружия не хватает. Все нужно покупать самим. Военные говорят 200, 300 тысяч, 400 тысяч надо на это все. У нас таких ни у кого денег нету. Мы думаем, что олигархический режим путинского режима совершенно реакционный. Но, если честно, то же самое можно говорить о Зеленском. То есть мы и против того правительства, и против этого. И никакой демократии в Украине на самом деле нет. На данный момент это да. Это раньше было все, конечно, по-другому, не на 100%, а сейчас вообще демократии нет и прав никаких уже нет ни у кого. И как это выражается? По поводу мужчин, их забирают на улице, например, заталкивают, ездят бусы, микроавтобусы, их туда заталкивают, воюют там рабочие, все профессии. Полицейские и военные, они стоят на улице и ловят людей. Как это так? Должны идти воевать как-то. И богатые? И богатые тоже не воюют, это естественно. Что сейчас идет не только эта война, которая страшная, но и геноцид в Газе. Подготовится война против Китая. То есть мы думаем, что эта война является частью начинающейся мировой войны, и что надо противостоять этому. Это естественно. Да. Я против любой войны, абсолютно любой. Да. И против любого олигарха, президента, который за войну. Депутатов, как у нас, абсолютно против любого. Мы боремся именно за соединение рабочих, потому что мы думаем, что есть олигархи и в России, и в Украине, которые зарабатывают на этой войне. И НАТО тоже преследует свои цели, но им все наплевать на население, которое погибает.
Так всегда было, к сожалению, во всей истории, даже если смотреть, у людей на верхушке свои цели, и о многом мы даже не знаем. У нас товарищ был арестован именно потому, что он борется за конец войны и за соединение рабочих в России и в Украине против этой войны. Что ты думаешь об этом? То, что тот человек против войны, я с ним, конечно, согласен, бы тоже хотел поучаствовать вместе с этим. Но я не знаю, как отреагируют те люди, которые сейчас могут на это смотреть. Согласятся это помочь тому человеку, который хочет против войны. Мы все вместе ему поможем, поддержим и сделаем так, чтобы война закончилась. Die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, verdeutlichen, dass es in der ukrainischen Arbeiterklasse eine breite Opposition gegen den Krieg gibt. Aber ihr fehlt eine sozialistische Perspektive. Die einzige Möglichkeit, den Krieg zu beenden, ist die Einheit der russischen, ukrainischen und europäischen Arbeiterklasse. Für diese sozialistische Perspektive tritt Bogdan ein und deshalb wurde er verhaftet. Der Kampf für seine Befreiung ist ein Kampf gegen den NATO-Stellvertreterkrieg und gegen den Kapitalismus als Ganzes.